Друзья, всем привет! Перуджа, одержав победу на домашней площадке, добавила немного интриги в решающее противостояние. Чем закончился четвертый матч финальной серии итальянской мужской волейбольной суперлиги, ты узнаешь из этого обзора. Так что, как обычно, не будем больше тянуть, поехали! Матч начался с двух занимательных подач от диагонального луба Чивитановы Ивана Зайцева. Затем мы успели посмотреть на соревнования между связующими, где они выясняли, кто же лучше играет пайп. Да и в целом, как и эта мини-дуэль, начало игрового отрезка осталось за гостями. Но все комфортное преимущество по счету закончилось после того, как Лучано Ди Чеко дважды в одиночку смог остановить Камиля Рахлицки. На его место вышел Тайстер Хорст и начал возвращать должок за своего товарища по команде. Но в отличие от диагонального Перуджи, для Зайцева это была лишь разовая оплошность. Так что уверенная игра от Ивана позволила его команде дожать этот непростой первый сет 25-23. Диагональный снова начал притягивать внимание блокирующих, так что можно было вспомнить и про Симона. Хотя Зайцев потихоньку начал возвращаться к своей привычной эффективности в этой финальной серии. Вновь, как и в предыдущем сете, у нас завязалась равная борьба, что также обещало перерасти в захватывающую концовку. Но кто мог подумать, что Рикардо Лукарелли своей серией укороченных подач убьет интригу в этом игровом отрезке. А следом за этим, на планирующей подаче Симона Анзани, Перуджа проиграла еще 5 очков подряд, а вместе с ним и второй сет 25-16. Таким образом, гости оказались всего лишь в одном сете от завершения финальной серии. Так что либо они героически забирали себе 3 партии подряд, либо получали третье подряд серебро. И судя по периодическим ошибкам Джанелли, его и второе место вполне себе устраивало. Вот только серия ошибок в нападении у игроков Чивитановы существенно повлияли на ход сета и вывели Перуджу вперед. Но как нередко бывало в этом сезоне и даже в этом матче, гости вновь растеряли все преимущество. И, видимо, не поверив своему счастью, Перуджа без борьбы отдает концовку судьбоносного для себя сета 25-22. Сперва попробуем разобраться с тем, чего же не хватило Перуджи для победы в этом матче. Как мне кажется, крайне недоставало в четвертом поединке угрозы со стороны Камиля Рахлицки. Люксембуржец в финальной части сезона был самым стабильным игроком Дьяволов. Именно на его подаче Перуджа делала больше всего брейковых мячей, и именно он стабильно обеспечивал команду очками за счет своих атак. Но в этом матче диагональный свою лучшую игру не показал, что и создало серьезные трудности для Дьяволов. Могли ли они сегодня победить при таком Рахлицком? Безусловно, но тут сработал второй фактор, и им стал Вильфредо Леон. Кубинец с польским паспортом в последнее время не был похож сам на себя. И если раньше было трудно обвинить доигровщика в поражениях клуба и сборной, поскольку он делал все, что мог для достижения результата, то вот в этот раз создалось четкое впечатление, что Вильфредо мог выступить лучше. Это впечатление не покидало меня и в полуфинале Лиги Чемпионов, никуда оно не пропало и в полуфинале и финале Чемпионата Италии. В прошлом сезоне бытовало мнение, что состав Перуджи не соответствует амбициям одного из лучших волейболистов мира, и ему приходилось в одиночку биться за результат. Но в этом году Дьяволы отлично поработали на трансферном рынке, так что вряд ли у кого были сомнения, что они будут претендовать на все трофеи в текущем сезоне. Только вот сам доигровщик не смог соответствовать этим амбициям, и в этот раз можно сказать, что отчасти Вильфредо сам виноват в неудачах клуба. Особенно все были рады подписанию Симона Джанелли, про которого также не сказать, что он прекрасно провел концовку сезона. Да что уж там далеко ходить, даже концовку этого матча. Перуджа имела уверенный перевес по счету в завершающей стадии третьего сета, но связующий несколько раз попытался сыграть с центральными, причем передачи каждый раз получались неудобными. Поэтому Перуджа умудрилась упустить и это преимущество. Вообще, Николе Горбичу предстоит много работы в этом направлении, ведь Дьяволы регулярно проваливались в концовках по ходу этого сезона. И неважно, сколько очков команда вела по ходу сета, слить они могли все что угодно. Также вопросы остаются к тренерам клуба по физической подготовке, ведь уже который сезон Перуджа мощнейшим образом проводит регулярный чемпионат, но в который раз к финальной части их попросту не хватает, так что и тут будет над чем подумать.
Ну а теперь давайте перейдем к нашим триумфаторам – Лубо Чивитанове. После того, как Мачерата уступала Трентино в полуфинальной серии 0-2, в чемпионство данного коллектива уже вряд ли верили даже собственные болельщики. Но Чивитанова не только прошла Трентино, но и также уверенно разобралась с Перуджей в третьем финале подряд. Ключевыми персонажами в успехе Лубы стали Лучано де Чекко и Симон. Аргентинец в очередной раз доказал, что Перуджа зря отказалась его услуг 2 сезона назад. Пусть роль связующего часто остается незамеченной, но его заслуг в победах итальянского гранда это не умаляет. Куда более заметной для простого зрителя была игра Симона, ведь не зря центральному блокирующему вручили звание самого ценного игрока финальной серии. Перед уходом в Пьяченцу кубинец решил всеми силами помочь завоевать своему текущему клубу Скудетто. Пусть по слухам они могут подписать Исака, Бенака и Шиньеза, заменить такого игрока будет попросту невозможно. Несмотря на удачное завершение, сезон для Лубы был достаточно неоднозначным, ведь с самого старта чемпионата у клуба были постоянные вопросы касательно состава. Почти весь сезон оставалось непонятным состояние Османи Хуантарены. К концу первенства он был здоров, но как показала игра, то на площадке опытный ветеран уже не был нужен. Сроки возвращения Ивана Зайцева были более понятны, но уровень игры Габи Фернандеса оставлял сомнения над тем, а будет ли Иван попадать в состав. Итальянский диагональный в состав проходил, но, как кажется мне, новоиспеченный гражданин США мог бы лучше себя проявить в финальной серии, хотя теперь это могут быть только догадки. Ладно, давайте отбросим рассуждения в сторону и просто поздравим Лубу Чивитанову с их 7-м чемпионством, а также 25-м трофеем в истории этого волейбольного клуба. Напоследок посмотрим на статистику, исходя из которой мы увидим, что самым результативным игроком матча стал Иван Зайцев, который набрал 13 очков. Чем отметились другие участники поединка, вы можете увидеть на ваших экранах. Ну что ж, вот и подошла к концу итальянская мужская волейбольная суперлига сезона 21-22. Большую часть интереснейших противостояний я старался для вас освещать, так что хотя бы за это я вправе ждать от вас лайк. Делитесь вашим мнением касательно финальной серии, да и всего чемпионата в целом. За кого болели вы? И оправдались ли ваши прогнозы касательно обладателя Скудетто? Мне будет очень интересно про это почитать. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.